Здравствуйте. Я хотел бы начать цикл бесед о молитве. Многие спрашивают о том, как нужно молиться, зачем и для чего нужно молиться. Хотел бы побеседовать на эти темы. Говоря о молитве, мы должны помнить прежде всего о том, что молитва — это встреча с Богом живым. Христианство тем отличается от других религий, что дает человеку непосредственный доступ к Богу живому, к Богу, который слышит человека, который видит человека, который... Именно в этом личностном характере христианства коренное отличие между ним и, например, буддизмом. В буддизме человек имеет дело с неким безличным сверхбытием, в которое он погружается, в котором он растворяется, но Бога как живую личность он не чувствует. Есть и отличие между христианством и другими монотеистическими религиями, как, например, ислам и иудаизм. В христианстве нам раскрывается Бог, ставший человеком. Когда мы становимся на молитву перед иконой Иисуса Христа, мы созерцаем Бога воплотившегося. Бога невозможно представить, Его невозможно описать, Его невозможно изобразить на иконе или картине. Но на иконе мы можем изобразить Бога, ставшего человеком, то есть Бога таким, каким Он явился нам, людям. И через человека Иисуса Христа мы раскрываем Бога. И вот это раскрытие Бога нами происходит в молитве. Молитва — это встреча с Богом живым. В молитве Бог раскрывается нам как живое существо, видящее нас, слышащее, помогающее нам, участвующее во всех аспектах нашей жизни. Поэтому молитва, беседа с Богом должна быть не просто фоном нашей жизни, она должна стать главным содержанием нашей жизни. Между человеком и Богом существует множество барьеров. И эти барьеры преодолеваются не иначе, как молитвой. Без молитвы эти барьеры преодолеть невозможно. Часто спрашивают, зачем нужно молиться, просить у Бога чего-то, если Бог и так заранее знает все, что нам нужно. Мы молимся не для того, чтобы у Бога что-то выпросить. Да, в каких-то случаях мы просим у Бога конкретных вещей, конкретной помощи в тех или иных обстоятельствах и делах нашей жизни. Но главным содержанием молитвы должно быть не это. Бог не может служить всегда только вспомогательным средством в каких-то наших земных делах. Главным содержанием молитвы должно всегда оставаться это предстояние Богу и эта встреча с Богом. Не всегда эта встреча в молитве происходит. Как и встречаясь с человеком, мы далеко не всегда можем пробиться в глубины этого человека. Часто общение наше с людьми ограничивается каким-то самым поверхностным уровнем. Не всегда в молитве нам удается пробиться к Богу. Иногда мы чувствуем, что как будто бы стена между Богом и нами остается, как будто бы Бог нас не слышит. Надо помнить, что барьер этот поставлен не Богом. Это мы сами, своей жизнью, своими грехами воздвигаем этот барьер. Как говорит один западный средневековый богослов, Бог всегда рядом с нами, но мы часто бываем далеки от Него. Бог всегда слышит нас, но мы не слышим Его. Бог всегда внутри нас, но мы снаружи. Бог в нас дома, но мы в Нем бываем чужими. Будем помнить об этом, когда мы готовимся к молитве. Будем помнить о том, что всякий раз, вставая на молитву, мы соприкасаемся с Богом живым. Что узнаем мы через молитву о Боге? Ведь когда мы молимся, это не только наши слова, которые мы обращаем к Богу, но это и ответ нам со стороны Бога. Молитва — это беседа с Богом, это диалог. И как и во всяком диалоге, очень важно не только высказаться, выговориться, но и услышать ответ.
Мы не всегда слышим ответ от Бога. Не всегда этот ответ приходит в самые минуты молитвы. Иногда он приходит несколько позже. Когда, например, мы просим у Бога помощи, и вдруг через несколько часов или через несколько дней эта помощь приходит. И мы вдруг понимаем, что помощь пришла именно потому, что мы и спросили ее у Бога, и спросили ее в молитве. Когда мы молимся, очень важно быть готовым к тому, что Бог нам откроется, и к тому, каким Он нам откроется. Очень часто люди совершают ошибку, приступая к Богу с какими-то своими представлениями о Нем. И эти представления часто заслоняют в нас тот реальный образ Бога живого, который сам Бог может нам открыть через молитву. Если мы воображаем себе Бога каким-нибудь, а Бог оказывается совсем не таким, каким мы его воображали, то вот этот наш воображаемый образ, он становится как бы препятствием, барьером между Богом живым и нами, живыми людьми. И очень часто люди в своем представлении создают какого-то идола вместо Бога, а потом этому идолу молятся. Как говорит митрополит Сурожский Антоний, создай себе ложный образ Бога и потом попробуй молиться Ему. Создай себе образ, например, Бога немилостивого и жестокого судьи, а потом попробуй молиться Ему с доверием, с лаской, с любовью. Так вот, надо быть готовыми к тому, что Бог откроется нам совсем не таким, каким мы себе Его представляли. И, приступая к молитве, нужно отрешаться от всех образов, которые создает наше воображение, наша человеческая фантазия. Ответ со стороны Бога может приходить различным образом, но молитва никогда не бывает безответной. Если мы не слышим этого ответа, значит, что-то не в порядке в нас самих. Значит, мы еще недостаточно настроены на тот лад, который необходим, чтобы встретиться с Богом. Есть такой прибор, который называется камертоном, который используют настройщики, когда настраивают рояли. Этот камертон всегда дает чистый звук ля. И вот струна рояля должна быть натянута точно в такой же степени, чтобы она соответствовала этому звуку камертона. До тех пор, пока струна не натянута, камертон не отзовется. Вот в тот момент, когда струна достигает ровно той степени натяжения, которая необходима, вдруг камертон, этот металлический безжизненный предмет, начинает звучать. И вот так должно, наверное, происходить с нами. Мы должны настраиваться на Бога и настраивать на Него всю свою жизнь. Молитва неотделима от жизни. Мы не можем быть неуспешными в духовной жизни и при этом успешными в молитве. Когда мы настроим всю свою жизнь на Бога, когда мы научимся исполнять Его заповеди, когда Евангелие станет нашим нравственным и духовным законом, когда мы всю свою жизнь начнем строить в соответствии с Евангелием, в соответствии с заповедями Божьими, тогда мы вдруг начнем чувствовать, как душа наша отзывается на Бога в молитве, подобно камертону, который отзывается на точно натянутую струну. Мы продолжаем наши беседы о молитве и поговорим сегодня о практических аспектах этого делания. Как нужно молиться, когда нужно молиться, как долго следует молиться. Святитель Григорий Богослов, который жил в IV веке, говорит, вспоминать о Боге нужно чаще, чем дышать. В идеале христианин должен никогда не забывать о Боге. Вся его жизнь должна быть пронизана молитвой. Ведь очень многие беды, скорби и несчастья в жизни людей происходят именно от того, что люди забывают о Боге. Есть ведь и среди преступников люди верующие, которые совершили преступление в тот момент, когда они забыли о Боге. Трудно представить себе человека, который пошел бы на убийство или на воровство в тот момент, когда он помнит о Боге Всевидящем, о Боге,
от которого никакое зло не может скрыться. Значит, преступление совершается в тот момент, когда человек забывает о Боге. И всякий грех совершается человеком тогда, когда человек о Боге не помнит. И все же большинство людей не способно держать молитву в течение всего дня. Поэтому нужно находить какие-то минуты для того, чтобы вспоминать о Боге. Пусть даже очень краткие минуты, но вспоминать о Боге нужно и утром, и в течение дня, и вечером. Когда вы просыпаетесь утром, просыпаетесь, может быть, с головной болью о том многом, что предстоит сделать в этот день. Прежде чем вы начнете это делать, прежде чем погрузитесь в суету, посвятите хотя бы несколько минут Богу. Встаньте перед Богом утром и скажите: «Господи, Ты дал мне этот день, помоги мне провести его без греха, без порока, сохрани меня от всякого зла, сохрани меня от несчастий». И призовите благословение Божие на этот начинающийся день. В течение всего дня старайтесь вспоминать о Боге чаще. Если вам плохо, обратитесь к Богу: «Господи, мне плохо, помоги мне». Если вам хорошо, скажите Богу: «Господи, слава Тебе, благодарю Тебя за эту радость». Если вы беспокоитесь о каком-то человеке, скажите Богу: «Господи, я беспокоюсь о нем, мне больно за него, помоги ему». И так в течение всего дня, что бы с вами ни происходило, обращайте это в молитву, обращайтесь с этим к Богу. Когда день подойдет к концу, вы будете готовиться отходить ко сну, вспомните прошедший день, поблагодарите Бога за все то хорошее, что произошло. Принесите покаяние за все те недостойные поступки и грехи, которые вы в этот день совершили. И попросите у Бога помощи и благословения на предстоящую ночь. Если день будет построен таким образом, вы увидите, насколько более полной, более полновесной будет вся ваша жизнь в течение всего дня и даже в течение ночи. Очень часто люди не молятся, потому что говорят: мы так заняты, мы так переполнены делами, что нам просто некогда молиться. Действительно, многие из нас живут в таком ритме, в каком не жили люди в древности. Многим из нас приходится в течение дня делать столько дел, что, казалось бы, человеческая жизнь не способна этого вместить. Но ведь если мы посмотрим на нашу жизнь реально, мы увидим, что в ней всегда есть какие-то паузы. Ну, например, мы стоим на остановке трамвая и ждем трамвая 3 минуты, 5 минут. Или мы набираем номер телефонный какого-то человека, а на другом конце провода занято. И у нас опять есть 2, 3 или 4 минуты. Так вот, используем эти паузы на молитву. Пусть они не будут просто праздным времяпрепровождением. Мы увидим, как наша жизнь начнет меняться к лучшему. Часто спрашивают, какими словами нужно молиться, на каком языке. Некоторые даже говорят: я не молюсь, потому что не умею молиться. Молиться не нужно уметь. С Богом нужно просто беседовать. В богослужении православной церкви мы употребляем особый язык, церковнославянский. Но в нашей личной молитве, когда мы остаемся наедине с Богом, мы не нуждаемся в каком-то особом языке. Мы должны молиться Богу на том языке, на каком мы говорим с людьми. Молитва должна быть очень простой. Как говорит преподобный Исаак Сирин: «Вся ткань молитвы твоей да будет немногосложна. Одно слово мытаря спасло его, и одно слово разбойника на кресте сделало его наследником Царства Небесного». 2 человека вошли в храм, говорит Господь в одной из притч. Один из них молился Богу и говорил: «Господи, я благодарю Тебя за то, что я не такой, как прочие люди, даю десятину, соблюдаю посты» и так далее, и так далее. А мытарь стоял в глубине храма и одну только фразу произносил: «Боже, милостив буди мне грешному». И вот эта одна фраза спасла его.
А разбойник, который висел на кресте вместе с Господом, сказал ему: «Господи, помяни меня, егда придешь и во Царствие Твоем». Этого одного было достаточно для того, чтобы ему сделаться наследником рая и соучастником спасения. Так вот, молитва должна быть краткой. Многословие в молитве не нужно. Если вы только начинаете свой молитвенный путь, и если у вас нет еще большого опыта молитвы, то начните с очень коротких молитв, тех, на которых вы можете сосредоточиться. Богу не нужны слова, Богу нужно сердце человека. Слова имеют вторичное значение. Первостепенное значение имеет то чувство, то настроение, с которым мы приступаем к Богу. Гораздо опаснее, чем сказать Богу неправильное слово, приступить к Богу с неправильным чувством или приступить к Нему с рассеянностью, когда мы молимся, а ум наш находится где-то на стороне. Такая молитва не имеет никакого смысла и никакой ценности. Здесь действует закон. Если слово молитвы не дошло до твоего сердца, оно не достигнет и Бога. Или, как некоторые говорят, такая молитва не дойдет дальше потолка твоей комнаты. Она должна достичь небес. Поэтому очень важно, чтобы каждое слово нашей молитвы было нами глубоко пережито. Если мы не способны сосредоточиться на тех длинных молитвах, которые содержатся в книгах православной церкви, в молитвенниках, то попробуем свои силы в этих очень кратких молитвах. «Господи, помилуй», «Господи, спаси», «Господи, помоги мне». Мне кажется, что если бы мы могли сказать со всей силой чувства, от всего сердца, одну только молитву «Господи, помилуй», то, может быть, уже этого было бы достаточно для спасения. Вся наша проблема заключается в том, что мы не можем сказать этого от всего сердца и со всем чувством. Мы не можем сказать этого всей своей жизни. И поэтому нам приходится подбирать много слов для того, чтобы быть услышанными Богом. Так вот, будем помнить об этом самом важном, что есть в молитве, о том, что Бог жаждет нашего сердца. И только если мы будем от сердца обращаться к Нему, мы получим от Него тот ответ, который должен приходить во время молитвы. Молитва сопряжена не только с радостью, не только с теми обретениями, которые происходят во время молитвы, но и с кропотливым ежедневным трудом. Действительно, молитва иногда дает огромную радость. Она иногда освежает человека, приносит ему какие-то новые силы, дает ему новые возможности. Но очень часто бывает и так, что человек совершенно не расположен к молитве, что ему совершенно не хочется молиться. Так вот, молитва не должна зависеть от нашего настроения. Она не должна зависеть от того, с какой ноги мы встали сегодня. Хочется ли нам обратиться к Богу или нет. Молитва — это труд. Как говорит преподобный Силуан Афонский, молиться — это кровь проливать. И, как и во всяком труде, требуется со стороны человека огромное усилие для того, чтобы даже и в те минуты, когда молиться совершенно не хочется, чтобы все-таки принудить себя к молитве, заставить себя молиться. И этот подвиг всегда будет окупаться. Почему происходит так, что нам часто не хочется молиться? Я думаю, главная причина здесь заключается в том, что наша жизнь не соответствует молитве. Она не настроена на молитву. Я вспоминаю, что когда в детстве я занимался в музыкальной школе, у меня был прекрасный учитель по скрипке, с которым бывали иногда очень интересные уроки, но иногда уроки бывали очень трудными. Зависело это, как правило, от того, насколько хорошо я сам подготовился к уроку. Если я много занимался,
тщательно изучал какую-то пьесу и приходил на урок во всеоружии, подготовленный, то тогда и урок проходил интересно, на одном дыхании. И учителю было приятно, и мне. Если же я всю неделю проленился, ничего не делал, приходил потом на урок неподготовленный, не позанимавшись, то и учитель раздражался, и мне самому было тошно от того, что урок не идет так, как он мог бы идти. И вот точно так же с молитвой. Если наша жизнь не является подготовкой к молитве, то и молиться нам будет очень трудно. Молитва, она как индикатор нашей духовной жизни. Она как лакмусовая бумажка, которая приобретает нужный цвет только тогда, когда она попадает в нужный раствор. Мы должны об этом помнить и выстраивать свою жизнь так, чтобы она соответствовала молитве. Если мы произносим молитву «Отче наш» и говорим «Господи, да будет воля Твоя», то это значит, что мы в каждый конкретный момент нашей жизни должны быть готовы к тому, чтобы исполнять волю Божию, даже если эта воля противна нашей собственной человеческой воле. Если мы говорим Богу «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим», то мы тем самым берем на себя ответственность за то, чтобы прощать людей, чтобы оставлять им их долги. Потому что если мы не оставляем долги нашим должникам, то по логике этой молитвы и Бог не оставит нам наших долгов. Так вот, все должно соответствовать всему. Жизнь молитве и молитва жизни. Без этого соответствия не будет у нас успеха ни в жизни, ни в молитве. Приступая к Богу, мы должны об этом помнить. И не будем смущаться, если молиться нам трудно. Это просто означает, что Бог ставит перед нами новые задачи. И эти задачи мы должны решать и в молитве, и в жизни. Если мы научимся жить по-настоящему, мы научимся и молиться по-настоящему. И если мы будем молиться по-настоящему, то и жизнь наша станет подлинной, полноценной, духовной, истинно христианской.